30 июля 1943 года. Ночное небо над белорусским городом Осиповичи стало красным от огненного зарева. На железнодорожной станции один за другим взрывались вагоны с горючим. Огонь охватил составы с боеприпасами и техникой, которые гитлеровцы так ждали на Курской дуге. Охрана станции в панике палила в воздух, думая, что это налет русских бомбардировщиков. Никто и представить не мог, что эту диверсию устроил всего один человек – Федор Крылович. Первые часы Великой Отечественной войны. Немецкие самолеты сбрасывают бомбы на города Белоруссии. Только в Минске в ходе 6-дневных авиаударов было разрушено 80% жилых кварталов города, полностью уничтожен центральный район, железнодорожный узел и 330 промышленных предприятий. В ночь с 22 на 23 июня гитлеровские стервятники впервые бомбили южную часть города Осиповичи, где размещался военный гарнизон и железнодорожную станцию. Многие жители погибли во сне. Разбуженные взрывами люди в панике покидали дома, которые на их глазах превращались в руины. Федор Крылович, работающий электромонтером на железнодорожной станции, одним из первых явился в военкомат с требованием отправить его на передовую, но получил отказ. Специалистов-железнодорожников крайне не хватало для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного узла. Федору было 25. Эмоции захлестывали. Он решил во что бы то ни стало попасть на передовую и вместе с товарищами покинул город, чтобы присоединиться к частям отступавшей Красной армии. Но не успел. 30 июня 1941 года немецкие войска заняли Осиповичи. В городе был создан концентрационный лагерь. В южной части города, население которого почти на 30% состояло из евреев, появилось гетто. Попадавшие туда люди лишались всяких прав. За малейшую провинность их ожидало единственное наказание – расстрел. Остальных жителей города принуждали к трудовой повинности, бесплатным работам. Всех железнодорожников, включая Федора Крыловича, обязали выйти на свои места. Передвигаться по городу можно было только по специальным пропускам и только в светлое время суток. С 7 вечера до 4 утра устанавливался запрет на выход из дома – комендантский час. Нацистская пропаганда убеждала – Москва пала, война скоро закончится, разумеется, победой Германии. Кое-кто этому радовался и открыто сотрудничал с гитлеровцами. Федор ощущал брезгливость по отношению к таким людям. Сам он твердо решил узнать правду, что происходит на фронте. Вспомнив навыки связиста, полученные во время армейской службы, Федор сам собрал радиоприемник. И в ночь на 13 июля 1941 года он услышал сквозь шипение эфира долгожданные слова «Говорит Москва». С этого момента он знал всю правдивую информацию о том, что происходило на фронтах войны. Федор страстно мечтал поделиться информацией советских сводок. Но как? Для этого нужны были верные и надежные помощники. И вот, ощутив потребность организовать сопротивление оккупантам, Федор стал собирать единомышленников. На железной дороге начали стихийно возникать группы, которые занимались саботажем. В одну из таких групп вошел и Федор Крылович. Он засыпал песок в буксы колес железнодорожных вагонов, выводя таким образом из строя целые составы. В октябре 1941-го подпольщики с помощью Крыловича-старшего установили связь с партизанами, действовавшими в окрестностях Осиповичей. А уже летом 1942 года информация о движении поездов через станцию регулярно стала уходить партизанам. К весне 1943 года Федор Крылович уже возглавлял несколько подпольных групп. По данным партизанской статистики, за 2 года подпольным группам Крыловича удалось уничтожить 21 цистерну с горючим, 13 платформ, вывести из строя 38 электромоторов. К июню 1943 года охрана станции в разы усилилась. Гитлеровцы готовились к наступательной операции «Цитадель» на Курской дуге. Через узловую станцию на восток шли эшелоны с боеприпасами, техникой и горючим. Надо было что-то делать, но для крупных диверсий не было главного – взрывчатки. 24 июня 1943 года ЦК ВКПБ принял постановление о разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом рельсовой войны.
Поставки взрывчатки партизанам и подпольщикам, планирование диверсий приняли централизованный и системный характер. Крупная диверсия планировалась и на станции Осиповичи силами спецгруппы НКГБ Белорусской СССР «Храбрецы», действовавшей в тылу врага. Секретарь Могилевского обкома комсомола, партизанивший в районе Осиповичи, рекомендовал группе своего связного, Федора Крыловича. 29 июня 1943 года, в день рабочей смены Крыловича, на станцию ожидалось прибытие транзитного поезда с горючим. Это был идеальный объект для диверсии, и Крылович ломал голову, как приблизиться к составу. Федор решился на рискованный шаг – устроить в нужный момент аварийную ситуацию на станции. Он договорился с рабочими, с молодыми ребятами, чтобы те обесточили станцию. И его, как дежурного электрика, вечером срочно вызвали на работу. Крылович тут же отправился искать и устранять причину аварии. В ящике с инструментами на самом дне спрятал 2 мины. Времени оставалось совсем немного. Скоро состав с горючим должен был отправиться в сторону фронта. Установив мины на первом и последнем вагонах, Федор ушел в депо чинить проводку. Время шло, а состав, который должен был быть уже в пути, не трогался с места. Федор оставался на рабочем месте, где чинил электропроводку в присутствии немца-бригадира. Прозвучал первый взрыв. На станции начался грандиозный пожар. Маневровым паровозом немцы начали пытаться оттянуть часть сгоревшего эшелона. В это время сработала вторая мина в голове состава, и ситуация стала неуправляемой. В воздух взлетела цистерна с горючим. Затем сдетонировала соседняя, началась цепная реакция. Пламя быстро перекинулось на составы с техникой, все вокруг полыхало. Взрывы продолжались 12 часов. Оглушительные взрывы были слышны на много километров вокруг. В небо то и дело взметались огромные вспышки пламени, клубы дыма. По округе разлетелись обломки вагонов и цистерн. В городе царил хаос. Бушующий огонь перекинулся на расположенный неподалеку лагерь военнопленных. Они не замедлили этим воспользоваться и совершили массовый побег. Подпольщикам удалось спрятать многих сбежавших, переодеть, а затем в течение нескольких дней по одному или по двое вывести из города в лес. Между тем, на станции, когда даже на вторые сутки удалось погасить пламя, движение поездов по-прежнему было парализовано. Взрывами повредило железнодорожное полотно, разметало множество боеприпасов. Для обезвреживания этих бомб и снарядов немцам пришлось вызвать саперов из Минска и Могилева. Последствия диверсии разбирались в немецком генштабе, многие высокие чины были сняты со своих постов. В результате этой диверсии оккупанты потеряли 2 эшелона в составе 77 вагонов с авиабомбами и боеприпасами, 5 танков «Тигр», 3 танка Л-10, 10 бронемашин, 5 паровозов, 8 цистерн с бензином и 20 вагонов с авиатопливом, 12 вагонов продовольствия, убито и ранено до 135 человек. До сих пор Крыловичу удавалось оставаться вне подозрений, однако в этот раз немцам удалось быстро его вычислить. Федор уцелел, потому что вместе с отцом немедленно после диверсии ушел в лес. Семью Потоцких, о дружбе которых с Крыловичами было известно, спасла девушка из подпольной группы, которая ранее по заданию партизан устроилась на службу в комендатуру. В этот день она успела предупредить о надвигающейся опасности, и семья Потоцких буквально перед самым носом эсэсовцев успела уйти в лес. Группу подпольщиков принял под свое крыло Виктор Левенец, командир 1-й Бобруйской партизанской бригады. Федор Крылович возглавил в ней разведывательно-диверсионную группу. После грандиозного взрыва, попав в партизанский отряд, Федор еще не раз напоминал о себе гитлеровцам на станции Осиповичи новыми диверсиями. В сентябре 1943-го Крылович разработал операцию, в результате которой были взорваны генератор железнодорожной электростанции и трансформаторная подстанция вагоноремонтного пункта. Осиповичи освободили 28 июня 1944 года. Теперь партизанскому отряду предстояло слиться с частями Красной Армии, а их семьям наконец-то вернуться домой. При выполнении этих и многих других заданий Федор много раз был контужен, так что о продолжении боевой деятельности не могло быть и речи. Как и для чего дальше жить, он просто не знал. Возвращаться, по сути, было некуда.
От рук оккупантов погибли почти все родные Федора Крыловича. Младший брат Алексей, воевавший в партизанском отряде имени Фрунзе, сестра Софья, которая там же была связной, и самые близкие и дорогие – жена и дочь. Остался в живых лишь пожилой отец, о котором нужно было позаботиться. Как и прежде, Федор работал на станции. После войны в город возвращались люди, на груди многих красовались награды за боевые заслуги, а про подвиг Крыловича словно забыли. В апреле 2021 года из Центрального архива КГБ Республики Беларусь в Осиповичевский историческо-краеведческий музей поступили уникальные документы. В их числе рапорт от начальника разведки спецгруппы «Храбрецы» начальнику 4-го управления НКГБ БССР с предложением представить к награде Федора Крыловича. Документ был датирован февралем 1944 года. Однако, по непонятным причинам награждение в то время не состоялось. Золотые звезды и звание Героев Советского Союза еще в январе 1944 получили другие люди. Только в декабре 1948-го, благодаря инициативе Кирилла Мазурова, Федор Крылович был награжден орденом Ленина. Федор Крылович умер в возрасте 43 лет в 1959 году. В книге «Память Осиповичевского района» приведен фрагмент беседы с бывшим начальником Центрального штаба партизанского движения, первым секретарем КПБ Пономаренко. Это самая результативная операция, которую осуществили партизаны во время Великой Отечественной войны. И если бы я знал, что она получит такой отклик в Берлине, я, не колебаясь, представил бы Крыловича к званию Героя Советского Союза. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!